Всем привет! Сегодня у нас необычное приключение. Мы посетим Цирьянскую пещеру. Нас облачат в снаряжение. Будем идти целых 3 часа по основному каналу пещеры по воде. В некоторых местах вода стояла глубиной в 1 метр. Будем любоваться пещерными красотами, летучими мышами и саламандрами. А также я вам расскажу об ее истории и особенностях. Пещера находится в 11 километрах от Ниша на северной части горы Калафат, недалеко от села Церья. Согласно преданию, название Церья происходит от церовых шума, церовых лесов. Цер так называют в Сербии дуб австрийский. Недалеко от села находится такой лес, и он был защищен от вырубки. Раз уж затронули дуб, меня удивило, что разные семейства дубов в Сербии называют по-разному. Например, эти леса богаты дубом фрайнето. По-сербски его называют сладун, дубом скальным, по-сербски это китнек. Ну и дубом австрийским это цер. В русском же неизменно дуб с небольшой конкретикой. Вход в пещеру находится на высоте 490 метров над уровнем моря. Пещера образовалась в результате размыва вод реки Провалия в условиях подземной циркуляции дождевых вод. В спелеологическом отношении она проста. Состоит из одного главного русла реки, развитие которого в данный момент известно в 2 уровнях общей длиной 4903 и нескольких боковых каналов длиной 1228 метров. Пещеру в литературе так и называют Провалия. Это ее первое название. Она образовалась более 2 миллионов лет назад. Впервые на пещеру обратили внимание в 1955 году. Тогда была отмечена только начальная ее часть, а в 1970 году спелеологи проникли внутрь, нырнув и преодолев 2 водных перекрытия. Это было после долговременного, а именно 464-дневного пребывания спелеологом Милутина Вельковича в пещере Самар, которая находится также недалеко. Ссылку я обязательно добавлю, когда мое видео будет готово. В следующие года начали измерения каналов пещеры и провала, который мы увидим позже, после посещения пещеры. Путь был облегчен тогда, были разбиты камни и убран гравий. В результате измерено 4043 метра длины пещеры. В 1998-1999 годах ученые подтвердили длину уже 6025 метров. А потом был долгий перерыв. Я хочу отметить тяжелые условия исследований. Как вы видите, здесь холодно. Температура воздуха примерно 11 градусов, температура воды 8 градусов. Труднодоступные участки, неизвестность, насколько это сильные, смелые, любящие свою работу люди. Мы идем вглубь пещеры на 1 километр. Время туда-обратно 3 с небольшим часа. А новые исследования, проводимые в 2014 и в 2015 годах, показали длину в 6131 метр, и люди пребывали тогда в пещере 80 и 55 часов. Покажу вам кусочек, который мы прошли в тот день на общем плане пещеры. Тогда дошли только до Царицына Града.
Как видите, нашу группу из 5 человек сопровождает двое специалистов, один ведущий, другой замыкающий. Думаю, это правильный подход, так как неоднократно нам приходилось преодолевать трудности. Оттого еще больше впечатлений и эмоций. Тут я снимаю, что на таком маленьком камушке держится огромная глыба. Вот интересно, есть ли еще какой-то выход из пещеры? Еще в 70-е годы прошлого века предположили о гидрологической связи Цирянской пещеры с Врелым источником в Кравле, который находится севернее через гору Лютый Верх. Мы тоже решили посмотреть на это Врело. Нашли его. Как видите, воды практически нет. Это конец сентября, сухо. Во время больших дождей, по рассказам наших проводников, вода огромным потоком вырывается отсюда. Это Врело исследовано на глубину 20 метров, оно восходящего сифонного типа и осушает каналы Цирянской пещеры. Но какой он протяженности, неизвестно. Также в Кравле недалеко от Врела есть яма, которая также параллельно исследовалась в 2015-2016 годах. От изначальной глубины в 123 метра спелеологи открыли каналы, общая длина которых составила 900 метров, и из одного из них вышли на Цирянскую пещеру. Эту яму мы также попытались найти, чтобы посмотреть воочию. Ходили вокруг туда-сюда, но так ничего и не нашли. В интернете тоже фотографий нет, только какая-то очень маленькая плохого качества. Таким образом, длина Цирянской пещеры составляет более 7 километров. Длина пещеры 6131 метр со стороны реки Провалия, это откуда мы зашли. Кравлинская яма 900 метров и Врело Печурина или Кравлянская Врело 20 метров, а может быть и больше. Точной цифры нет. На поверхности горы Лютый Верх, внутрь которой мы вошли, имеется 15 провалов различных по размерам, через которые вода просачивается внутрь через мелкие каналы. Пещера гидрологически активна, она живая, продолжает меняться. Любуемся сталактитами и сталагмитами. Что ж такое сталактит? Это кальцитовые натечно-капельные образования. Они могут быть разнообразной формы и в виде сосульки, и нет. Все известняковые сталактиты начинаются с одной минеральной капли воды. Когда капля падает, она откладывает тончайшее кольцо кальцита. Каждая последующая капля, которая образуется и падает, откладывает другое кольцо кальцита. В конце концов, эти кольца образуют очень узкую, диаметром от 4 до 5 мм, полую трубку, обычно известную как сталактит, содовая соломинка. Содовая соломинка может расти довольно долго, но она очень хрупкая. Если они засоряются обломками, вода начинает течь снаружи, откладывая больше кальцита и создавая более знакомый конусообразный сталактит. При достаточном количестве карбоната кальция в растворе в месте падения капель с конца сталактита на полу пещеры вырастает встречное образование – сталагмит. В отличие от сталактитов, сталагмиты никогда не начинаются как полые содовые соломинки. Со временем сталактит и сталагмит сливаются и образуют столбы карбоната кальция – колонну сталагнат. Вот тут и еще чуть-чуть, и будет сталагнат. Человек может подумать, что вот растет сверху сталактит, а под ним из тех же капель растет сталагмит. Ничего подобного, заявляет известный русский спелеолог Владимир Мальцев. Сначала, когда капель интенсивная, растет сталагмит, а потом уж, когда поток почти иссяк,
вместо него начинает расти сталактит. Средняя скорость роста сталактитов и сталагмитов 0,13 мм в год. Некоторые образования увеличиваются на 3 мм в год. Их считают быстрорастущими. В пещере также есть геликтиты и даже целый канал с ними, но мы до них сегодня не дошли. Здесь правило, что в первый раз ведут только на 1 километр, не больше, ведь реакции у людей на замкнутое пространство, на темноту и так далее могут быть непредсказуемыми. Геликтиты растут в разных направлениях, причудливо изгибаются и ветвятся. Как показано русским минералогом Виктором Слетовым, геликтиты состоят из несколько сросшихся кристаллов или кристаллических пучков. По наблюдениям известного русского спелеолога Мальцева, направление роста групп геликтитов может зависеть от направления пещерного ветра в продуваемых пещерных системах. Им же описан теоретический механизм вытягивания питающего раствора на поверхность геликтита под действием капиллярных сил. Стоит геликтиту начать расти, и дальше создаваемая им капиллярность сама будет подсасывать воду с поверхности в канал. А вот и наш Царицын град. Как вы думаете, на что похожа эта природная скульптура? Мне интересно. Напишите в комментариях. Идем смотреть на Цирьянскую пропасть. Глубина пропасти 89 метров. Это данные от 1980 года. На нижней части находится Сифонское озеро. Исследователи в 1997 году предположили, что, скорее всего, воды из этого озера текут в зону разлома к источнику Драговац. А некоторые думают, что эта яма соединяется с нашей пещерой, так как каналы пропасти имеют западное и юго-западное направление. Но ни то, ни другое не доказано. В видео использовались материалы книги Цирьянска Печина «Околина. Природа и заштита». Она содержит очень много информации, особенно для тех, кто любит эту стихию. От души рекомендую. Приобрести ее можно в администрации Цирьянской пещеры. Наше экстремальное приключение подходит к концу. Если вы еще не были в Цирьянской пещере, то обязательно побывайте. Незабываемые эмоции вам обеспечены. Подписывайтесь, ставьте лайк и увидимся снова на каком-нибудь красивом месте. Пока-пока!